Опачки. Вылазь. Всем привет! Вы на канале из города на дачу. Сегодня впервые после пожара вывел мотоблок из погреба на улицу. Буду пробовать его заводить и хочу вспахать на зиму вот этот участочек небольшой возле нашего нового сарая. Единственное, за что я переживаю, так это за фрезы. Они несколько дней лежали под завалами после пожара и много часов были в огне. И вот соседи говорят, что если металл столько много времени в горячей температуре, в такой большой, то это может сказаться на его крепости. Не знаю, правда или нет, но сегодня проверим, будут ли они надежными еще какое-то время или уже нужно будет заказывать новые. Как видите, они очень сильно поржавели, потому что да, температура сильная, плюс заливали пожарные машины. Опять температура, опять заливали. Не знаю, попробуем в общем. Так, снимем колеса и поставим фрезы. Специальный пенек себе подстроил, чтобы легче было. Так. Так, ну что, пробую заводить. Так, включил воздух, топливо открыл. Завелся мотоблок очень быстро, сейчас буду пробовать им работать. Так, пропахал я весь огород на второй скорости. Сейчас на третью перейду и уже все перекультивирую основательно. Фух. Обкатали наш мотоблок, вроде работает отлично. На днях еще, наверное, спашу весь огород. А Вика хотела взять еще известь гашеную и хорошо все просыпать, чтобы земля была пушистая, рассыпчатая, и чтобы на следующий год был хороший урожай у нас. Фух, отлично. Хуторенок работает, это здорово. Ездили с Ромой в город и купили известь гашеную, пушонка, так называется. Написано, что применяется для побелки, приготовления известкового раствора. Ну и мы используем ее в качестве как удобрения, не удобрения. В общем, посыпаем нашу почву ею. В общем, сейчас я ее раскрою, возьму ковшичек и просыплю по огороду. Наш любимый рабочий пенек. Так, одену маску. Как всегда, без помощников никуда. Маски только на вас нет. Идите погуляйте в другое место. Одела перчатки, одела маску. Одела. Все. Маску. Все. Пойду рассыпать известь. Пойду я переобуюсь, обую еще калоши, бо в этих не будет неудобно заниматься такой работой. Сейчас приду. Так, почти управилась. О, сниму маску. А здесь, если вы помните, у нас росла смородина. Ее было здесь очень много. Собрали хороший урожай в этом году смородины. Ну и, как видите, ее пожар уничтожил. А здесь Рома сажал ежевику без колючек. Он ездил за ней на рынок, выбирал, покупал, лелеял, ухаживал за ней. Ну,
Ничего не осталось, нет смородины, нет ежевики. Но у нас еще есть надежда, так прям теплится в душе надежда, что корневая система, может быть, уцелела. И на весну посмотрим, может возродятся какие-то веточки, может новые пойдут росточки. В общем, весной увидим, что будет. Единственное, что уцелело у нас здесь, это крыжовник. Вот этот кустик, и то он как-то наполовину обожжен, его нужно будет убрать. И еще у нас крыжовник растет по дорожке к туалету. Мы его тоже, скорее всего, что уберем, потому что после такого лета он очень сильно испортился, и обычный полив даже ему как-то не помог, и брызгали его. В общем, решили крыжовник обрезать почти под ноль, вот, и на следующий год ждать новые веточки и побеги. И еще вы советовали под прошлым видео в комментариях обрезать вот эти веточки. Мы с той стороны шелковицу уже обрезали, а здесь как-то было жалко, потому что здесь мы собираем ягодки шелковицы, и вот, конечно же, снизу их было удобно собирать. И, в общем, мы решили все-таки обрезать эти ветки, и для этого мы приобрели аккумуляторный секатор. Очень хорошая штука этот секатор. Я уже смотрел, но, правда, не работал. Он мне понравился вообще. Так, 2 аккумулятора. Пока подсоединю один. Вот здесь кнопочка включения. Я сразу не понял, как им работать. Нажимаешь один раз, он не работает. Опять нажимаю, думаю, ну все, какой-то неправильный, сломанный. А надо 2 раза. Чик-чик. И заработал. Вот. А потом уже по одному. Викочка говорила, что боится им работать, и это не мудрено. Если туда палец попадет, то лучше, чтобы он туда не попадал. Это такой инструмент, как и болгарка, и все остальные. Работать им нужно очень аккуратно. Лезвия очень острые, очень мощные. Палец отхватит только так. Насколько острые, смотрите, я уже проверял на бумаге. Да? Режет как ножницы. Прям очень сильно. Ну, сейчас пойду попробую, как будет обрезать крыжовник, а также шелковицу. Всегда очень нравится мне проверять такие штуки. Вначале возьму маленькую веточку и попробую. Ух, отхватывает только так. А ну побольше немножко. А ну, вот такая веточка с мизинец. Улетает. Ух, да. А ну вот такая ветка с большой палец возьмет. Ох, ничего себе. Вот это хватает. Смотрите, как лихо справляется. Это вообще, да? Машина для резки кустов. Обрежем так, чтобы в сарайчик было заходить удобно. Ну и некоторые веточки оставим, чтобы можно было потом доставать и кушать шелковицу. Мы ее очень любим. Так. Ага. Вот так вот. Вот примерно. Да, вот таких пор. Отлично. Да, обычным секатором я бы трудился очень долго. Ну и как Викочка говорила, мы решили обрезать. Гляньте, ветер задувает. Чтобы вам было лучше меня слышно, так буду задом. Как говорила Вика, мы решили обрезать весь этот крыжовник практически под ноль. А на следующий год, что вылезет, то вылезет. Но веточки зато будут молоденькие и точно те, что будет плодоносить потом. Обрезать буду без перчаток. А то вы скажете, без перчаток работает. Потому что боюсь, чтобы вдруг ничего туда не попало в этот секатор. Все-таки голыми руками работать удобнее. Работать этой штукой одно удовольствие. 1 минута и куста нет. Так, поехали дальше. Пару минут и работа готова. А Альфа уже грабли ждет, да, Альфуша?
Это твоя любимая игрушка. Так, сейчас я пособираю все. И вынесу на мусор. Ох и колючий этот крыжовник. Альфуша, ты аккуратно смотри. Что, нравится тебе грабельки прыгать? Оба! Давай, давай. А ну, куси их, куси. Вот ты потешный, Альфуша. Ага, одну веточку еще не срезал. Ну, сейчас дорежу. Кстати, еще Вика хотела тоже попробовать поработать под моим чутким руководством. Кстати, видите вот эту кучу с железом? Да, это я все перебрал, это будем сдавать на металл. Ну, может быть, только лопаты вот эти оставлю, этот лист. А все остальное на днях сдадим. Думаю, здесь, наверное, около тонны будет. Здесь всякие погнутые быльцы с кровати, и так далее. Всякие вот планочки, хомуты железнодорожные. А вот это алюминий и медь. Смотрите, тоже это была такая большая алюминиевая кастрюля. Одна и вторая вот тоже. Что от них осталось. В общем, мы спрашивали, металл по 10 рублей стоит. Ну, а заметьте, алюминий еще не спрашивал. Тоже, кажется, алюминий вроде бы 200 рублей, а медь 500. Ну, что-то около этого. Думаю, этого металла сдадим на пару тысяч. Может быть, тысяч на 5-6. Вот. И купим материал для стройки. Может быть, для забора или для чего-то еще. Роме очень понравился аккумуляторный секатор, поэтому я тоже воспользуюсь им вместо обычного и обрежу наши розочки. Да, Викулечка. Вот только ты очень аккуратно. Аккуратно, да? Включай, запускай его. Ага, сейчас. А то я выключил. Сейчас включу. Ух ты. Вот. Только аккуратно, не спеши и не подставляй пальчики. Супер. В этом году нашим розочкам, конечно, изрядно досталось. Они тоже попали под пожар. Вы как раз спрашивали в своих комментариях, как они пережили. Ага, выключился. Ничего, потом включу. В общем, они отошли. Как видите, уже вот были розочки. Здесь еще будет бутончик раскрываться. Желтая, бело-розовая и там еще коралловая. То есть они еще дадут розочки, и потом я тоже их уже обрежу полностью. Ну, не полностью, а там как положено. Ну, давайте обрежем хотя бы вот эти вот сухие. Ух ты! Работает без всяких усилий. Ух! О. Нужно приловчиться еще мне работать этой штукой, вернее, не бояться ее. Здесь тоже сейчас сухую обрежу. Есть. И вот эту еще обрежем. Так, все, здесь все. И здесь у меня еще плетущая роза есть. Я ее только в этом году высадила сюда. Она прям здесь хорошо так прижилась. И сейчас я обрежу здесь, ой, вот, сухую веточку обрежу. И когда мы здесь переделаем новый забор, я уже пущу ее так, как надо, чтобы она плелась правильно. Так, ну здесь все, пойдем дальше. И, кстати, что я хотела еще сказать, я вспомнила, что вы спрашивали про вот этот камешек, который мы красили фасадной краской, мы его колорировали и вот засыпали. То, как видите, в принципе, с ним ничего не случилось, краска не слезла. Единственное, что цвет был намного ярче, сейчас немножко он потускнел и стал таким вот пудровым оттенком. А так цвета все сохранилось и краска не слезла. Розочки я здесь подрезала. Все, осталось подрезать виноград, но этим займется уже Рома и немножко позднее.
Вот здесь у нас лежат трубы, которые предназначены для забора. Вот эти 30 на 30 это пойдет на столбики, 20 на 20 на поперечины к ним, а вот это широкая 80 на 80 это пойдет на калитку. Почему такая большая, толстая и плотная? Потому что калитка у нас тоже мощная. Сейчас покажу вам ее. Вот здесь стоит калитка. Но она такая очень мощная. Не знаю, если так взвесить, ну, наверное, килограмм 15 в ней точно есть. Вот на вот этих поперечинах очень толстый металл, наверное, 5. Ну и уголок тоже соответственный. Уголок, наверное, 2 или 3. Ну а эти точно 5. Поэтому такая и тяжелая. Ну, раз она уже есть, мы не будем ничего выдумывать, а повесим как раз ее. Длина у нее 1,80 м. Поэтому столбики оставим, наверное, 1,2 м и закопаем сантиметров 50. Значит, вот эту широкую трубу мы разрежем по 2,5 метра. 2,5, 2,5 и метр еще останется. На какие-то хорошие тоже нужды пойдет. Одеваю очки для безопасной работы. Кстати, я уже заказал себе такую маску с сеткой, чтобы закрывало все лицо. Это будем и когда косить хорошо, и когда болгаркой работать, будет более-менее безопасно. Очки хорошо, но все-таки лучше, когда маска закрывает все лицо. Не нашел я свою ручку на болгарку, которая здесь прикручивается, чтобы было удобнее держать. Наверное, в пожаре сгорела. Ну, буду так, стараться аккуратно. Вот такие куски образовались. Теперь можно идти примерять их на место. Ну вот примерно здесь будут наши ворота стоять. Один столб здесь, второй рядышком через 80 сантиметров. И нам будет тогда удобно выходить в эту калитку, проходить на огород, а также когда в город едем, мы тоже ходим через огород. Калиточку закрыли и поехали. Приехали тоже, сделаем такой замочек, чтобы можно было открывать и оттуда, и оттуда. Как видите, я уже забил 2 таких столбика в начале забора и в конце. Сейчас натяну нитку, чтобы забор был ровный. И уже по этой нитке буду делать отверстия в земле. Вот так. Вылазит молоденькая травка. И Альфуша наша очень любит такие витаминки. Ямы будем делать с помощью мотобура. Это очень облегчает работу. А то, как придумаешь, вручную копать, сразу работать не хочется. У нас есть 2 бура. Один на 150 или на 15 сантиметров, а второй побольше, на 25 сантиметров. Ну, для калитки, для больших столбов буду брать и побольше, чтобы хорошо забетонировать и калитка дольше простояла. Ну, а для основного забора, который будет под рабицу, там столбики поменьше, буду брать на 150. Так, сейчас поставлю бур. Крепится просто на такие шпильки или пальчики. Раз. Ну что, заводим и погнали бурить. Так, немножко ниточку эту в сторону. Вот так. Как раз по центру, чтобы было удобно.
Так, одна яма есть. Сейчас выгребаю и меряю. Нам нужно 50 сантиметров, что было. Это в сторону, чтобы яма не засыпалась. Ого, набурил. Хорошо. Так, а ну меряем. Так, 44. Нужно еще немножко. Сейчас прям хорошо так смыкало бур, потому что здесь внизу корень идет. Вот, видите, такие нащепки. Он его режет. Так что нужно очень потихоньку это делать, сильно не заглубляться, потому что здесь на буре, да, есть такая специальная засечка, и он корень потихоньку снимает. Но если сильно забуриться, то он может заклинить и руку рвануть. Чтобы не травмироваться, нужно очень потихоньку это делать. Замеряю. О, ровно 50 сантиметров. Теперь ставим столбы. Оп, на место. Чикс. Сейчас выравниваю их, засыпаю камнями, трамбую, а потом уже буду заливать бетоном. Так, сейчас возьму уровень и выровняю и по высоте, и сами столбы, чтобы по уровню были ровненькие. Тара-та-тай, тирарай. Приобрел себе такой магнитный уровень. Как раз на железо очень хорошо крепится. И не боюсь, что он слетит. Сейчас поставлю сверху и посмотрю, ровно ли я столбы выставил или нет. Опа. Немножко неровный. Вот этот столб немножко выше. Поэтому забью его на полсантиметра и вообще выровняются столбы. Будет отлично. Так. О. Ну теперь вроде бы ровненько получается. Ну и смотрим уровень. Так. Ага, ровненько стоит. И с этой стороны немножечко. Все, можно заливать теперь. Оставляю столбы застывать, а сам пойду принесу остальное железо и буду делать столбики и поперечины. Здесь я уже буду ставить бур поменьше, потому что такой объемный не нужен. На 150 самый раз. Он и будет хорошо в землю входить, легче намного ему будет. Ну и мне. Небольшими палочками отмерил, где я буду бурить. Примерно по 2 метра между столбиками. Потому что сама поперечина, она 6 метров. Как раз на 3 столба одну штучку. Так, ну, поехали. Ставлю последние 2 столбика и буду их выравнивать. Так, вот так примерно. Угу. И второй тоже. Вернее, последний. Сейчас закину одну поперечину и отмерю, где примерно сверлить отверстие для них. Оп, есть. И тут ровно посередине просверлю отверстие, а потом буду скреплять болтами.
А потом мой друг, у которого есть сварочный, и он вообще сам сварщик, он приедет, и где, может, будет не сильно уверенно, он поприхватывает. Особенно ворота это касается. Ну и здесь тоже. Болты это хорошо, но если еще немножко сваркой прихватить, это будет еще надежней. А вообще в ближайшем будущем мы тоже себе хотим приобрести сварочный и буду учиться сам варить, потому что забора еще очень много. В комментариях мы с вами обсуждали идею кашпо под этим окошком. Ну и еще вы заметили, что окно мы повесили неровно, поэтому мы его, конечно же, перевесим. И кашпо я буду делать из того, что у нас есть, из того, что попалось под руку. Поэтому сейчас перейду на место, где мы все мастерим, место мастерской, и продолжу там работать. Вот это место у нас сейчас как мастерская, место мастерской. Здесь мы все пилим, режем, мастерим. Из таких вот досточек, в общем, все, что было под рукой, из этого я должна смастерить кашпо под окошко в дровнике. Ну что, приступим. Итак, кашпо будем делать по ширине нашего окна. Окно у нас шириной 56 сантиметров. Вначале хотела сделать немножко с отступом по 5 сантиметров, но потом передумала и будем, в общем, делать по ширине окна. Итак, вот эта доска будет у нас дном. Так, вот этот не очень кусочек, поэтому будем отмерять отсюда. Так, и здесь. Болты стоят недешево. Я взял такие две специальные шпильки, шестерка. И вот буду на такие небольшие кусочки болгаркой отрезать и закручивать болтами с обеих сторон. Получится болт, но в 3 раза дешевле. И вот так надеваю и по 2 болтика с каждой стороны, чтобы не раскручивался, так сказать, за контрагаю. Оп. И тут по 2. И так каждый. Болты шестерка, а сверло возьму немножко побольше, наверное, 8. Вот эти пару миллиметров как раз будут на неточность, потому что бывает немножко неточно, просверлил миллиметр где-то в сторону, и потом уже трудно попадать. А так 8 как раз подойдет. Сверлить буду на земле, чтобы было лучше сопротивление. Потому что на весу очень непросто это сделать. Так, все отмерил, теперь сверлим. Одеваю здесь и вот здесь. И закручиваю. Такой трансформер получается, конструктор. Хорошо закручиваю. Итак, теперь переходим и делаем бортики к нашему кашпо. Ой, у нас дождик начинается. Нужно прятаться, да, наш Ага. дровник? А то, что я спешила и отрезала неправильно. Ничего, сейчас делаем, хорошо. Хорошо. Побежали. О, Ой, хорошо, что есть дровник. да, есть где спрятаться, да? Да? Понаблюдать за дождем. Дождики у нас такие нечастые и меленькие. Вот пройдет часик-два, да, немножко поморосит и перестает. Так что и работа надолго не станет. Конечно, мы ждем большой дождь. Кстати, некоторые нам писали в комментариях, что у них даже уже снег там, ну, примерно 10 сантиметров Ого, выпал. ничего Классно. себе. Круто. Не, нам еще не надо снега. Нам надо еще где-то месяц, чтобы мы хоть что-то успели сделать. Ну да, работы еще много. Нам хотя бы забетонировать все столбики для забора к зиме и к холодам надо. Успеем, успеем. А пока дождь немного ослаб, я спешу сделать боковые детали для кашпо. Также сюда в видео не вошли кадры по шлифовке. Все детали отношу в дровник, чтобы их покрасить.
А по поводу надорванных рукавов на моей куртке комментарии не принимаются. Почему? Потому что это моя рабочая куртка. Когда я работаю, рукава порвутся, я их заштопываю, потом снова иду работать, они опять рвутся. Но, в общем, перештопывать постоянно, регулярно смысла нет. И надеюсь, что у меня появится такая специальная куртка, которая будет приспособлена к работам, которые мы сейчас выполняем. Хорошо у нас здесь, дровники. Светло, тепло, уютно, чисто. И как раз можно спрятаться от дождя и покрасить. Ветер разыгрался. Аж страшно. Раньше не обращал на это внимания, а сейчас как-то придаешь этому значение. Смотрите, маленький дождик, и лужи не застаиваются, так как вот здесь обильно они капают, все стекает. То есть стек есть, уклон есть, поэтому вы нам, пожалуйста, не пишите, что мы допустили ошибку. Ошибки, конечно, в этой постройке у нас есть, их немало, но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну, хотела показать, потому что очень много пишут про этот уклон. Ну и, конечно же, когда мы будем перестилать крышу шифером, либо профлистом, вот, то мы еще немножечко приподнимем. Ну, а так, как видите, уклон есть. Все стекает, вода на крыше не скапливается. Выровняли окно, сделали по бокам здесь такие одинаковые части для наших будущих фонариков. Они, к сожалению, не пришли вовремя, вот, поэтому в этом видео будет только кашпо. Чтобы повесить наше кашпо, вот так оно будет, вот так оно будет выглядеть. В общем, мы сделали замеры, сделали метки, и по меткам отсюда, с этой стороны, просверлили дырки, и с той стороны мы уже прикрепим. Я буду здесь держать, а Раума будет крепить на саморезы с той стороны. Оп. Оп. Такой ящичек получился. Не оторвешь его теперь. Освежила краской окошко, сейчас оно пока подсыхает, и я пойду соберу, взяла вот такой ящик и пойду пособираю разные шишки, веточки, чтобы здесь организовать такой осенний букет. Так, здесь у нас такая куча шишек. Если помните, ранее Рома собирал эти шишки, здесь кучу, так они у нас здесь и остались, как раз и пригодятся. Да, Веснушка, давай пособираем шишки. Так, одни шишки закрытые, другие открытые. О, позакрывались. На холод, наверное. Веснушка. Так, нам нужно красивые выбрать. Альфа собирает орехи и грызет. Добавим ярких красок. Заодно пострижем хризантемы, потому что уже, в принципе, сезон. Они такие красивые сейчас. А наступят морозы, если их вовремя не состричь, они такие страшненькие и некрасивые. Так, еще немножко. Это один букет, да? Оп. О, здесь сколько ромашек. О, представляешь, пижма есть. Прям такая сочная, яркая. У нас летом такой не было, пижмы. Так, и вот эту веточку. Так, насобирала здесь я цветочки, веточки. Фух. И теперь будем украшать окно. В общем, чего у меня здесь только нет. И цветочки, и веточки, и колоски. Из них мне нужно составить очень красивую осеннюю композицию.
Ну что, вот такая у нас композиция получилась. Это первый мой букет осенний. Мне он, если честно, очень нравится. Мне тоже. Очень-очень. Ты Тебе? молодец. Спасибо. Еще дома мы нашли гирлянду на солнечной батарейке. Все мы здесь так украсили ей, но сейчас она зарядится, и, может быть, завтра и на следующем видео покажем вам ночной кадр, а может, в телеграм-канале выставим, да, ночной кадр с этой композицией и как бы подсветкой этой гирлянды. Я думаю, классно будет вообще. Это точно. Ну и забор тоже уже практически доделан. Уже каркас на месте. Осталось только повесить рабицу и повесить калитку. И хотели поблагодарить вас, дорогие наши зрители, за вашу поддержку в комментариях, словах, советах. Мы это все чувствуем. Спасибо вам большое. Ну и также, кто не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь. Также у нас есть канал в Телеграме, поэтому ссылочки на Телеграм-канал и на наш Дзен-канал, да, у кого не получается смотреть в Ютубе, мы оставим в комментариях. Переходите, смотрите, пишите. Ну а на этом мы будем заканчивать это видео. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.